Во время поездки по небольшим горным поселкам Алексей заметил возле дороги грязного и очень худого щенка. Малыш жалобно скулил, держался в стороне от людей и с трудом переставлял лапы. Прохожие почему-то предупреждали мужчину, чтобы он не приближался к животному. Однако Алексей решил, что местные просто боятся бездомных собак. Он завернул щенка в куртку, посадил в машину и назвал его Тайфуном. По дороге домой малыш немного ожил, выпил воды и съел кусок мяса. Но вскоре его поведение стало меняться. Тайфун избегал рук, рычал необычно низким голосом и пытался спрятаться в самых темных углах. Алексей объяснял это страхом после жизни на улице и надеялся, что со временем щенок привыкнет к новому дому. На следующий день мужчина отвез питомца в ветеринарную клинику. Врач внимательно осмотрел животное через решетку переноски, после чего неожиданно попросил Алексея забрать его домой и откормить перед повторным приемом. Мужчина не заметил, как ветеринар сразу после его ухода позвонил в службу охраны диких животных. Специалист понял, что перед ним находится вовсе не обычный щенок, но не хотел пугать владельца и рисковать, пытаясь самостоятельно поймать агрессивного зверя. Вернувшись домой, Алексей насыпал Тайфуну корм, однако тот почти не притронулся к миске и снова спрятался под мебелью. Через несколько часов во дворе остановились полицейская машина и специальный фургон. Сотрудники вошли в дом с прочной клеткой, сеткой и защитными перчатками. Алексей требовал объяснений, но люди просили его не приближаться к животному. Тайфун выскочил из укрытия, оскалился и начал метаться по комнате. После непродолжительной погони его осторожно накрыли сеткой и перенесли в клетку. Только тогда мужчине объяснили, что он привез домой не бездомного щенка, а маленького волка. Животное было сильно истощено, поэтому выглядело слабым и почти ручным, но после еды его природные инстинкты начали быстро возвращаться. Ветеринар предположил, что волчонок потерял мать и вышел к людям в поисках пищи. Алексей подробно рассказал, где и при каких обстоятельствах нашел малыша. Проверка подтвердила, что мужчина не занимался незаконной торговлей животными и действительно хотел помочь. Волчонка передали в реабилитационный центр, где он окреп, научился самостоятельно добывать пищу и перестал искать контакты с человеком. Через год его выпустили в охраняемой лесной местности. Алексей долго переживал из-за расставания, но понимал, что поступил правильно. Он спас маленького зверя от голода, хотя сначала даже не подозревал, кого именно привез в собственный дом.